Многие задаются вопросом, как настроить Windows таким образом, чтобы выжать максимум производительности и при этом сохранить все функции. Windows — система универсальная и нагружена различными функциями, которые большинству пользователей никогда не пригодятся. В то же время ресурсов они потребляют немало. В этом видео я покажу один из самых эффективных сценариев оптимизации Windows 10, который подойдет для большинства пользователей независимо от того, для чего используется компьютер, игр и рабочих задач. После завершения всех настроек система вздохнет с облегчением и скажет вам спасибо. Готовую оптимизированную систему вы можете скачать на моем канале в Boosty. Ссылку оставлю в описании. Итак, не будем затягивать и переходим к делу. Начать, конечно, лучше с установки чистого оригинального образа, а потом уже переходить к оптимизации. Но, как выяснилось, далеко не для всех такой вариант приемлем. Поэтому переустанавливать я ничего не буду. И прежде чем приступить к оптимизации, я удалю весь скопившийся мусор и устаревший кэш. Нажимаю комбинацию клавиш Windows R. Прописываю команду %temp%. Откроется одна из папок, в которой прячутся временные файлы. Большинство из этих файлов удаляется автоматически при завершении операции, но в случае сбоев и некорректных отключений компьютера процессы остаются незавершенными. Как следствие, временные файлы не удаляются и могут разрастись до невероятных объемов. И это может значительно снизить скорость работы отдельных приложений и операционной системы в целом. Поэтому выделяю все содержимое комбинации Ctrl-A и удаляю. Если во время удаления система выдаст уведомление об ошибке, жму «Пропустить». Такое происходит из-за того, что некоторые временные файлы используются непосредственно сейчас, и удалить их не получится. После этого все закрываю, снова нажимаю комбинацию клавиш Windows R и прописываю просто temp. Точно так же, но уже без знака процентов. Нажимаю ОК. И в этой папке также все выделяю и избавляюсь. После этого я удалю устаревшие файлы обновления системы. Для этого перехожу в локальный диск C. Далее папка Windows. Пролистываю ниже. И перехожу в папку с именем Software Distribution. Далее папка Download. Здесь содержатся файлы обновления системы, и они также могут достигать нескольких гигабайт. У меня уже установлена последняя версия Windows, поэтому смело удаляю. После этого возвращаюсь назад к папке Windows и перехожу в папку под названием Prefetch. В данной папке содержатся данные о всех приложениях, которые когда-либо запускались, включая и те, что были давно удалены с компьютера. Удалив все содержимое этой папки, я также освобожу значительное количество дискового пространства, а приложения, которыми сейчас пользуюсь, при первом запуске автоматически внесут в эту папку необходимые изменения. На этот момент запуск Windows немного замедлится, зато все последующие загрузки операционной системы будут происходить гораздо быстрее. Далее я перехожу к очистке диска. Для этого на рабочем столе в поиске набираю «Очистка диска» и выбираю диск C. Выбираю все пункты и очистить системные файлы. Переживать не стоит, важные файлы операционная система удалить не даст.
Времени это может занять по-разному, во многом зависит от характеристик компьютера. Зато на системном диске ощутимо прибавится свободного места. Также нужно отметить, выбирая пункт предыдущей инсталляции Windows, удалится папка под названием Windows Old, которая обычно весит более 10 гигабайт. Следующим шагом необходимо проверить и, возможно, удалить часть точек восстановления. Для этого в поиске пишу создание точки восстановления. В появившемся списке убеждаюсь, что напротив диска C в строке «Защита» присвоен статус «Включено». Перехожу во вкладку «Настроить». Здесь указано текущее использование защиты диска из всех старых точек восстановления. В моем случае используется 13 гигабайт. Цифры у всех будут разные в зависимости от времени и интенсивности использования операционной системы. Просто жму «Удалить», нажимаю «Продолжить». После этого, если необходима защита системы, создадим ее заново. Выбираю диапазон в районе 10%. Нажимаю «Применить». Далее я создам новую точку восстановления. Жму «Создать». Пишу любое произвольное имя. Применяю. Далее перехожу к чистке истории проводника. Для этого необходимо открыть любую папку. Выбираю вкладку «Файл», «Изменить параметры», «Изменить параметры поиска» и где конфиденциальность нажимаю «Очистить». Следующим шагом я удалю весь кэш магазина Windows 10. Для этого в строке поиска нужно написать cmd. Запускаю от имени администратора и в черном окне ввожу команду. После выполненных действий откроется еще одно окно. На первый взгляд может показаться, что ничего не происходит. Необходимо подождать до момента, когда откроется магазин Windows. Далее перехожу к очистке DNS кэша, который содержит в себе все IP-адреса когда-либо посещаемых сайтов. Со временем некоторые страницы сайтов могут открываться некорректно. Одна из распространенных причин — устаревшие данные DNS. Нажимаю комбинацию клавиш Windows R. В открывшемся окне пишу cmd. В командной строке ввожу команду и нажимаю Enter. После этого должна появиться надпись «Кэш сопоставителя DNS успешно очищен». Далее перехожу к очистке журнала местоположения. Для этого в поиске прописываю «Очистить журнал местоположения». Пролистываю вниз. И здесь нужно нажать на «Очистить». В моем случае эта функция выключена и журнал уже очищен. Еще для корректной работы браузера и чтобы веб-страницы открывались должным образом, необходимо периодически вычищать кэш в самом браузере. Сейчас на примере Яндекса я покажу, как это делается. В остальных браузерах процесс может отличаться только расположением пунктов меню, но принцип остается таким же. В верхнем правом углу нажимаю на скрытое меню и перехожу во вкладку «История». Нажимаю «Очистить историю». Временной диапазон ставлю за все время. Куки-файлы тоже лучше удалить, но тут важно помнить, что при их удалении вы автоматически выйдете из всех учеток, которые есть. Поэтому, если не помните логины и пароли, куки лучше оставить.
Следующим этапом я очищу весь ненужный кэш, который прилетает с обновлениями драйверов на видеокарту. Если карта от NVIDIA, в поиске пишем %, AppData %. Нажимаем Enter. Перехожу во вкладку Local. Прокручиваю вниз. Выбираю папку NVIDIA. Далее папка Gcache. Все удаляю. Возвращаюсь в папку Local. Перехожу в папку Temp. И удаляю все содержимое. С видеокартами от AMD все еще проще. Просто переходим в фирменный софт Adrenaline. Выбираем домашнюю страницу, настройки и вкладка графика. Далее расширенный раздел и выбираем сброс кэша шейдеров. И заключительным шагом я удалю остатки мусора уже средствами самой системы. Для этого иду в пуск, далее параметры, система, выбираю память и жду окончания анализа. Перехожу во временные файлы, выбираю, что мне на 100% не нужно. И избавляюсь. На этом полномасштабное уничтожение всей ненужной нечисти завершено, и можно смело переходить к настройкам системы. И начну я, пожалуй, с самого важного. Это драйвера. Несмотря на то, что современные операционные системы подгружают драйвера автоматически, основные драйвера лучше устанавливать с официального сайта. Под основными драйверами я предполагаю драйвер на видеокарту, чипсет материнской платы, аудиодрайвер и сетевую карту. Обновление драйверов я уже удалил. Теперь необходимо удалить старые драйвера, которые в данный момент установлены на компьютер. Но прежде чем это делать, следует скачать последние версии актуальных драйверов с официального сайта. Кроме максимальной производительности, наверняка многим хочется защитить свою домашнюю сеть и возобновить скорость некоторых сайтов. Желательно, чтобы все устройства в сети работали одинаково стабильно и без дополнительных настроек. В этой коротенькой подборке я расскажу о 3 роутерах в разных ценовых категориях, которые защитят вашу сеть и откроют доступ к интернет-ресурсам, которые ранее были недоступны. И начну я с самого, на мой взгляд, универсального устройства Kinetic Speedster KN3013. Одно из главных преимуществ этого гигабайтного роутера в том, что он может работать не только в режиме роутера, но и в режиме ретранслятора. И для перехода между режимами все, что нужно сделать, это переставить переключатель в нужное положение. Теперь коротко об основных функциях. В устройстве есть функция Beamforming. С ее помощью роутер направляет сигнал непосредственно в сторону подключенного устройства и усиливает или ослабляет его в зависимости от удаленности. Такое распределение ресурсов позволяет роутеру поддерживать максимально качественное соединение. Если подключено несколько устройств, то с помощью технологии MU-MIMO разные антенны роутера будут транслировать сигнал разным устройствам. Например, первая антенна передает сигнал на телевизор в гостиной, вторая на ноутбук в спальне, а третья на смартфон. Функция TX Burst выжмет максимум скорости из подключенного интернета. Следующая функция Airtime Firest позволяет раздать скорость в зависимости от потребностей. Например, для подключенной к сети умной лампочки или пылесосу не требуется скорость в 300 мегабит, а вот ноутбуку или смартфону можно выдать и побольше. Также, кроме вышеперечисленных функций, в этом роутере присутствует огромнейшее количество настроек для защиты сети, родительский контроль, собственная операционная система и возможность установки сторонних приложений. Стандарт роутера Wi-Fi 5.
работает в двухдиапазонном режиме. На канале 2,4 ГГц скорость до 300 мегабит в секунду. На канале 5 ГГц можно разогнаться до 867 мегабит в секунду. За скорость отвечает двухъядерный процессор с частотой 900 МГц. Оперативной памяти 128 мегабайт DDR3. Встроенной памяти также 128 мегабайт. Есть аппаратный ускоритель маршрутизации. Следующий представитель этой подборки Xiaomi Redmi AX6s. Чуть подороже по стоимости, но по производительности и функциям значительно превосходит предыдущего участника. Этот роутер уже стандарта Wi-Fi 6 и также работает в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Скорость по сравнению с Kinetic существенно выше. На канале 2,4 ГГц скорость передачи данных может достигать 800 мегабит в секунду. При 5 ГГц аж 2402 мегабита в секунду. За производительность отвечает процессор MediaTek с рабочей частотой 1350 МГц. Оперативки 256 мегабайт. Поддерживает IPv6, IPTV и кучу других важных полезных фишек. Beamforming и MU-MIMO также присутствуют, но в отличие от предыдущей модели, антенн уже 6, а не 4, а это значит, что этот роутер подойдет для более серьезных сценариев использования. Например, для организации умного дома или в случае, когда возникает потребность подключения большого количества устройств. Роутер Xiaomi Redmi AX6s — это отличное решение, когда необходим стабильный доступ к интернет-ресурсам, несмотря ни на какие внешние факторы, и быстрая, качественная локальная сеть в больших помещениях с большим количеством устройств. И завершает эту подборку еще один представитель компании Kinetic, который зарекомендовал себя как один из самых надежных производителей. И это Kinetic Hero 4G+. KN2311. Роутер стандартом Wi-Fi 6 имеет все функции предыдущих участников. Скорость на канале 2,4 ГГц может достигать до 574 мегабит в секунду, на канале 5 ГГц 1201 мегабит в секунду. За производительность отвечает процессор MediaTek MT7621A, который работает на частоте 880 МГц, оперативной памяти 256 МБ и 128 МБ встроенной. Ну и самое главное отличие, и они же преимущества от всех предыдущих участников, это наличие сим-слота и возможность подключения внешней антенны. А это значит, что с этим устройством можно получить доступ к стабильному интернету там, где раньше его не было. Для дач, загородных домов и мест, где нет возможности провести проводной интернет, Kinetic Hero 4G+, KN2311 будет идеальным решением. Благодарю за то, что посмотрели интеграцию. Все ссылки на актуальные цены в описании и закрепленном комментарии. Для того, чтобы найти официальную поддержку, необходимо знать модель ноутбука или модель видеокарты и материнской платы в случае, если у вас системный блок. Переходим на официальный сайт производителя. В моем случае это MSI. Вбиваем модель ноутбука. Переходим в поддержку. И скачиваем все вышеперечисленные драйвера. Если есть дополнительный софт, например, на подсветку клавиатуры, его также скачиваем. Во время выбора драйвера обязательно учитывайте версию операционной системы и разрядность. Если вдруг кто-то не знает, какая разрядность установленной системы, то нужно перейти в свойства системы. Для этого достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер» и выбрать свойства. Также при выборе драйвера на видеокарту следует обратить внимание на специфику. Если вы играете в игры, выбирайте Game Ready. Если работаете в тяжелых программах, то выбирайте Studio. После того, как все необходимые драйверы скачаны, приступаю к удалению старых. Удалять я буду только драйвер видеокарты, а остальные просто заменю. Перед удалением необходимо отключить интернет, иначе Windows сразу после удаления начнет подгружать новые драйвера, которые далеко не всегда последних версий. Использовать я буду стандартные средства без сторонних программ. Для этого в строке поиска пишу диспетчер устройств.
Откроется окно, в котором отображаются все устройства, установленные на компьютер. Раскрываю список видеоадаптера. Дважды кликаю по видеокарте. Открываю вкладку «Драйвер» и в самом низу жму «Удалить драйвер». После завершения процесса перезагружаю компьютер. После перезапуска системы необходимо установить ранее скачанные драйвера. Проблем с установкой быть не должно, здесь все максимально просто. Распаковываем архив, жмем везде «Далее». Так проделываем со всеми драйверами и перезагружаем компьютер. Если вы устанавливали чистую операционную систему, то после первого запуска прилетит немало обновлений. Также в автоматическом режиме должны установиться недостающие драйверы и два очень важных компонента. Это DirectX и Visual C++. И прежде чем приступить к следующему этапу, обязательно нужно проверить, все ли обновления установились. Для этого перехожу в «Пуск», далее «Параметры», выбираю обновление «Безопасность», проверить наличие обновлений. Делаю так после каждого перезапуска, пока не появится уведомление о том, что установлены все последние обновления. Следующим этапом я отключу все ненужные функции, которые Microsoft любезно предоставляет из коробки, которые постоянно потребляют ресурсы, грузят оперативную память своими анализами, статистикой и отслеживанием. Все отключать я не буду, а избавлюсь только от тех действий, которые никогда мне не понадобятся. Перед тем, как начать, на случай, если по каким-то причинам предлагаемые настройки вас не устроят, будет не лишним создать точку восстановления, чтобы иметь возможность в любой момент откатиться назад. Для этого перехожу в мой компьютер. В открывшемся окне кликаю правой кнопкой мыши и выбираю «Свойства». Далее в левой области окна перехожу в «Защиту системы». Проверяю, включена ли защита системы. И если она отключена, нажимаю «Настроить», ставлю галочку «Включить защиту системы». Выбираю максимальное использование пространства не более 10%. Нажимаю «Применить». Далее создаю точку восстановления. Пишу узнаваемое название, я напишу «Оптимизация», вы можете назвать, как вам больше нравится. Название ни на что не влияет. После успешного создания точки восстановления перехожу к настройке системы. Для этого перехожу в «Пуск», далее «Параметры», выбираю раздел «Система». И в первую очередь настрою уведомления и действия. Здесь можно оставить то, что вам необходимо. В моем случае я отключаю все уведомления за ненадобностью. Далее перехожу в раздел «Быстрые действия» и удаляю все ненужные плитки. После этого перехожу в «Фокусировка внимания». Снимаю галочку внизу и все автоматические правила. Далее перехожу в список приоритетов. Удаляю все приложения, которые есть. Также снимаю галочки «Люди», «Вызовы» и «СМС».
Возвращаюсь назад. Перехожу в питание и спящий режим. Отключение экрана. В случае, если у вас системный блок, то в обоих пунктах выбирайте «Никогда». Если ноутбук, то для экономии энергии рекомендуется выбирать через 15 минут. После этого возвращаюсь в очень важный пункт «Дисплей». Здесь самое важное — обратить внимание на раздел «Масштаб разметки». В случае, если компьютер используется преимущественно для игр, независимо от разрешения экрана, должно стоять 100%. Далее перехожу в дополнительные параметры дисплея. В этом разделе нужно убедиться, что стоит максимальное значение герцовки используемого монитора. После этого возвращаюсь назад и перехожу в раздел «Настройки графики». Здесь один из важнейших пунктов, на который стоит обратить внимание, это планирование графического процессора с аппаратом ускорения. Работу эту функцию в играх нужно протестировать самостоятельно. Зачастую бывает, что с включенным аппаратным ускорением производительность еще хуже, чем с выключенным. И в случае, если вы занимаетесь стримингом, обязательно отключите эту функцию. Перехожу к следующему пункту «Память». Первым делом отключаю функцию автоматической очистки памяти. Лишний мусор лучше убирать вручную, по примеру, о котором я рассказал выше. Далее планшет. Выбираю никогда не использовать режим планшета. Во втором списке выбираю запрашивать разрешение на переключение режимов. После этого перехожу в дополнительные параметры и отключаю все тумблеры. Далее перехожу в пункт «Многозадачность». Здесь отключаю временную шкалу, остальное оставлю без изменений. Следующим шагом перехожу в пункт «Общие возможности». Отключаю пункт передачи между устройствами. После этого перехожу в раздел «Буфер обмена». Где журнал «Буфер обмена» отключаю. Внизу списка кликаю «Очистка», чтобы его почистить. Перехожу в раздел «Приложения». Для этого необходимо нажать «Пуск», перейти в «Параметры». Выбираю «Приложение» и перехожу в пункт «Автономные карты». Мало кто использует карты Windows, поэтому если вы из числа большинства, то эти карты лучше удалить, а тумблеры ниже отключить. Следующий очень полезный пункт — это автозагрузка. Он позволяет отключить приложения, которые запускаются на старте Windows и, соответственно, потребляют ресурсы. Здесь лучше отключить все или оставить минимум приложений. Возвращаюсь на главную страницу, выбираю пункт «Игры». Я не использую Xbox на компьютере, поэтому снимаю галочку и отключаю Xbox Game Bar. Далее перехожу во вкладку «Записи». Я не записываю геймплей при помощи Windows, тоже отключаю полностью все, что есть. Игровой режим обязательно оставляю во включенном состоянии. В этом режиме любой геймплей будет в приоритете, а оповещения и обновления во время игры будут приостановлены. Возвращаясь в главное меню, пункт «Специальные возможности». Здесь нужно отключить «Показывать анимацию», применять прозрачность Windows, автоматическое скрытие полос. После этого перехожу во вкладку «Указатель мыши». У меня не сенсорный монитор, поэтому отключаю реакция на касание. В текстовом курсоре выключаю индикатор.
В разделе «Экранная лупа» все выключаю и снимаю все галочки. Перехожу в цветовые фильтры и тоже все отключаю. В разделе «Экранный диктор» также все отключаю. В разделах «Мышь» и «Клавиатура» проверяю, чтобы все было выключено. После этого перехожу в главное меню и следующий раздел «Конфиденциальность». Проверяю, чтобы во вкладке «Общее» все было выключено. То же самое касается голосовых функций и персонализации рукописного ввода. Диагностика и отзывы ставлю галочку в первом пункте и отключаю все тумблеры ниже. В разделе «Частота формирования отзывов» выбираю «Никогда». Перехожу в пункт «Журнал действий». Все отключаю и очищаю весь журнал. Далее в пункте расположения выбираю «Изменить» и отключаю пункт доступа к сведениям устройства. Ниже все отключаю и очищаю журнал сведений. После этого перехожу в раздел «Камера». Я не использую веб-камеру, поэтому тоже все отключаю. Далее микрофон. Проверяем, чтобы все было включено. Следующий пункт – голосовая активация. Я не использую голосовые команды, поэтому отключаю. Далее в уведомлениях убеждаю, что все движки находятся во включенном состоянии. В следующих разделах от сведения учетной записи до автоматического скачивания файлов все отключаю. Интересно, вот я сейчас все почищу, настрою, оптимизирую и все? Или все-таки
Есть еще способы, как ускорить работу компьютера. Я скажу, да, такой способ есть, и все достаточно просто. Все, что нужно сделать, это почистить компьютер от пыли и тем самым снизить рабочие температуры. На эту тему у меня есть отдельное видео, подсказку оставлю в конце этого ролика. Ну а как снизить концентрацию пыли, шерсти, вредных бактерий и другой нечисти практически до нуля, которая дышит не только ваш компьютер, но и вы сами, я расскажу прямо сейчас. Многие уже наверняка догадались, о чем сейчас пойдет речь. Правильно, об очистителе воздуха. На мой взгляд, лучшим представителем по соотношению цена-качество является очиститель воздуха Electrolux. Казалось бы, зачем все это? Тратить лишние деньги, да еще думать, куда эту штуку пристроить. Но стоит заглянуть внутрь корпуса компьютера, телевизора или любого другого бытового прибора, невольно задумаешься, что же тогда творится в моих легких. Очиститель воздуха Electrolux не только прекрасно справляется со своей основной задачей, но и обладает множеством дополнительных очень полезных функций. Подробнее об этих функциях я расскажу чуть позже. Этот очиститель, в отличие от большинства своих конкурентов, снабжается сразу несколькими фильтрами на выбор. Например, базовый фильтр голубого цвета с активированным углем по заявлению разработчиков не только собирает пыль, но и эффективно защищает от вирусов, микробов и бактерий. Если переплачивать не хочется и антибактериальный эффект не нужен, можно установить фильтр белого цвета. Он самый дешевый, но на сборе пыли все его полезные свойства заканчиваются. Фильтр зеленого цвета эффективен в борьбе с табачным дымом и вредными испарениями, которые выделяют некоторые материалы, используемые в мебели. Ну и фильтр желтого цвета имеет противоаллергенные свойства. У него пропитка из полифенолов. Аромалампы, палочки и всякого рода освежители теперь тоже не потребуется. Для этого есть специальная небольшая емкость с губкой. Просто заливаем ароматическое масло и наслаждаемся приятным запахом. Очиститель обладает 4 скоростями. Первая, вторая, третья и турборежим. Это на случай, если по каким-то причинам вам захочется отрегулировать интенсивность работы вручную. Но если вы доверяете современным технологиям, то смело включайте автоматический режим. И благодаря датчику загрязненности он автоматически установит нужную скорость. А отдельно есть ночной режим. В этом случае очиститель будет работать на минимальных оборотах. Присутствует подсветка, которая позволяет сделать из очистителя некое подобие ночника. Функция обеззараживания ультрафиолетом и ионизация. Очиститель может наполнять воздух отрицательно заряженными частицами, которые заставляют мелкие частички пыли слипаться в более крупные комочки и опадать. Но прежде чем использовать эту функцию, необходимо проконсультироваться с врачом, потому что у ионизации, кроме положительных сторон, есть и отрицательные. И нужно знать, как ее использовать, на какое время включать и так далее. Об этом также пишется в инструкции по эксплуатации. Информационный экран усыпан различными индикаторами, но на что точно следует обратить внимание, это на символ Yin-Yang, который меняет цвет от голубого при идеально чистом воздухе до красного, когда безопаснее будет задержать дыхание. Управлять всем этим великолепием можно со смартфона через мобильное приложение Home. В нем можно переключать режимы, включать и отключать различные опции и настраивать расписание. Очиститель воздуха Electrolux — это многофункциональное устройство, которое не только сохранит ваше здоровье, но и продлит жизнь всей электробытовой техники и сократит время на уборку. Ведь чем меньше пыли в воздухе, тем меньше придется бегать с тряпкой для того, чтобы протереть поверхности, на которых она осела. Ну а узнать актуальные цены на это чудо современных технологий вы можете, перейдя по ссылке в описании.
В оставшихся разделах от документов до файловая система убеждаю, что все находится во включенном состоянии. После этого перехожу в главное меню и выбираю пункт «Обновление и безопасность». Выбираю дополнительные параметры и отключаю все, что вижу. Далее в оптимизации доставки отключаю функцию «Разрешить загрузки с других компьютеров». После этого перехожу в раздел «Безопасность Windows». И несмотря на расхожее мнение о встроенной защите Windows, я не рекомендую его отключать. На сегодняшний момент встроенная защита очень высокого качества, и ее вполне хватает для устранения всех известных угроз. С этим разобрались, и теперь нам нужно избавиться от встроенных и ненужных приложений. Для этого снова перехожу в главное меню и выбираю раздел «Приложения». Здесь на свое усмотрение, в зависимости от потребностей, вы сами решаете, чем вы не будете пользоваться и нужно удалить. После этого возвращаюсь в главное меню, раздел «Система», вкладка «Звук». Перемещаюсь в правую область окна, выбираю панель управления звуком. Здесь нужно отключить все, чем вы не пользуетесь, чтобы это не потребляло ресурсы вашего компьютера в фоновом режиме. Для этого щелкаю правой кнопкой мыши на неиспользуемое оборудование. Жму «Отключить». То же самое касается и устройств записи. Оставляю только те микрофоны, которым пользуюсь. Большую часть настроек я уже выполнил, остался последний рывок и цель достигнута. И следующим этапом я отключу все ненужные службы Windows. Потребляет ресурсов они немало, а помогает ровным счетом ничем. Слежка за вашими действиями, сбор и анализ всего, что можно проанализировать, вряд ли кому интересно. Для этого кликаю правой кнопкой мыши на панели задач. Перехожу в диспетчер задач. Открываю вкладку «Службы» и в нижней части окна выбираю «Открыть службы». На моем компьютере нет датчиков отпечатков пальца и освещения, следовательно, отключаю службы. Служба датчиков, служба данных датчиков, служба наблюдения за датчиками. Отключаю биометрическую службу Windows. Я бы не стал доверять Windows свои биометрические данные. Если вы такого же мнения, смело отключаем. Следующая служба — факс. Если вы не используете, то отключаем. Если нет принтера, то и служба диспетчер печати вам не понадобится. Отключаем. Служба географического положения определяет местоположение компьютера. Отключаю. Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия. Обязательно отключаем. Эта служба — главный помощник Windows в слежке за вами. После этого нужно перейти в свойства системы. Для этого щелкаю правой кнопкой мыши на значок «Мой компьютер» и перехожу в свойства. Выбираю дополнительные параметры и перехожу в параметры раздела настроек быстродействия. Здесь можно настроить визуальные эффекты, тени и общий вид Windows. Но наша задача — вытащить из системы максимум производительности, поэтому большинство того, что тут есть, мне не понадобится. Выбираю вкладку «Обеспечить наилучшее быстродействие». Чтобы изменения визуально были практически незаметны, вручную добавлю парочку опций. Ставлю галочку напротив сглаживания неровностей шрифтов. Отображение теней, отбрасываемых окнами. И вывод эскизов вместо значков. Применяю.
В этом же окне перехожу в раздел «Дополнительно» и убеждаюсь, что включена функция «Оптимизировать работу программ». После этого перехожу в раздел «Предотвращение выполнения данных» и убеждаюсь, что включен первый пункт. Все сохраняю и возвращаюсь на главное окно панели управления. Перехожу в раздел «Центр специальных возможностей». Снимаю первые две галочки. После этого перехожу в раздел «Оптимизация изображения на экране». Снимаю первые три галочки. Далее перехожу в раздел «Облегчение работы с клавиатурой». Выбираю вкладку «Настройка управлением указателем мыши». Снимаю галочку «Управление указателем с клавиатуры» и в самом низу ставлю «Отключить». Далее перехожу в настройку залипания клавиш. Снимаю все галочки и применяю. После этого перехожу в настройки фильтрации ввода. Снимаю галочки в последних двух пунктах и применяю настройки. Далее перехожу в раздел «Использование текста и зрительных образов вместо звука». Отключаю визуальное оповещение. Дальше перехожу в раздел «Облегчение использования сенсорных панелей и планшетов». Отключаю экранного диктора. Стоит отметить, если у вас есть проблемы со зрением или слухом, то эти настройки менять не стоит и лучше пропустить. Следующим этапом я отключу индексирование. Процесс достаточно длительный, поэтому необходимо запастись терпением. Но после проведения этой операции я значительно разгружу систему от ненужных действий в фоновом режиме. Для этого перехожу в мой компьютер, кликаю правой кнопкой мыши на локальный диск, выбираю свойства, снимаю галочку «Разрешить индексировать содержимое файлов», жму «Применить» и соглашаюсь. Ну и теперь можно вас поздравить. Оптимизация Windows завершена. Осталось только перезагрузить компьютер. В следующем видео я расскажу и покажу, как оптимизировать Windows 11. Подпишись, чтобы не пропустить. С вами был Андрей Паламарчук. До новых встреч.